Приветствую всех на моем канале. Надеюсь, вы слышите, как трещит печка в баньке. Сейчас я нахожусь в баньке, кайфую здесь, топлю ее и пойду мыться. И сегодня мы с вами, друзья, поговорим о том, как проверить себя на наличие порчи из глаза. Что хотелось бы сказать. Подтолкнуло меня на эту проверку то, что в жизни начались проблемы, которых ранее не было, причем проблемы во всех сферах абсолютно, просто как будто снежный ком накатился. И вот приехал я к бабушке в деревню, ну и она посмотрела на меня, говорит, что-то с тобой не то, внук, туда-сюда, бабушке уже 85 лет почти. И у нее в гостях была подруга, говорит, пускай он проверит себя на порчу, может кто, и на сглаз. Пусть проверит, может кто сглазил или порчу навел. Как проводится, значит, этот способ, о котором она мне сказала? Многие, наверное, о нем слышали, но решил рассказать вам и в прямом эфире, не в прямом эфире, а на видео прямо показать вам, как я сам себя проверю на наличие порчи. То есть наша задача какая? 3 спички мы зажигаем, одна от другой обязательно. Ни в коем случае не пользуемся зажигалкой. Как только спичка начинает припекать немножко пальцы, бросаем спичку непосредственно в стакан, который у нас с солью. Лучше всего использовать соль, которая будет морской, но если отсутствует таковая, то используем обычную соль. Даем ей немножечко осесть после перемешивания, там буквально 3 минутки. Вот. Вода может быть абсолютно обычная, можете набрать святой воды, какой хотите, это по вашему усмотрению. Соль, значит, снимает всю негативную энергетику, впитывает в себя, тем более, что она не позволит спичкам утонуть, потому как вы знаете, что соленая вода выталкивает все на поверхность. Вот, поэтому эксперимент будет более-менее чистым. Далее спички должны быть обязательно новые, соль обязательно должна быть новая, не распакованная. Когда покупаете, не берете сдачу, когда идете домой, ни с кем не разговаривайте и не оглядываетесь. Ну а теперь давайте проведем ритуал, и я вам объясню, что у нас в итоге должно получиться. Ритуал проводится с 3 или с 9 спичками, я буду проводить с 3 спичками. Вот, значит, про диагностику. Каким образом будем диагностировать наличие порчи? Если все спички плавают на поверхности и ни одна из них не перекрещивается с другой, то значит на нас нет никакого сглаза и нет никакой порчи. Если хотя бы одна спичка стала вертикально, значит у нас есть небольшой сглаз. Если перекрестие спичек, то есть тоже порча на нас. Если 2 спички стали вертикально, то порча есть тоже 100%. Так считает у нас, скажем так, народная мудрость и пройденная и проверенная веками практика. Давайте же начнем. Я извиняюсь, потому что я снимаю на телефон, поэтому вам немножко не будет видно, как я буду зажигать. Попытаюсь показать. Но мы с вами сейчас все это проделаем. Вот беру спичку, зажигаю ее, беру в руку. Вам ее, правда, не видно сейчас, к сожалению. Взял в руку сразу вторую спичку. Ах, припекает как. Сейчас как бы поджечь бы, так, чтобы не обжечься. Зажигаю сейчас вторую спичку. Сразу же. Это даже не дала догореть у меня почему-то до самого конца. Вот видите, 2 спички у меня горят. Эту почти догоревшую, пальцы печет, бросаю сюда. Эту беру в руки и поджигаю 3-ю спичку сразу. У меня теперь горит 2 спички, зажженные одна от другой. Наша задача подождать, когда они начнут уже прям припекать пальцы, и тогда мы бросаем их в воду. Ждем, пока горят. Давайте, чтобы обе спички было видно. Вот одна уже начала припекать, теперь бросаю вторую, 3-ю, последнюю. Сейчас посмотрим, что получится. Все, бросаю. Теперь смотрим. Вот у нас спички легли вот таким вот образом. Ни одна из спичек не утонула. Все в порядке, все нормально. Порчи из глаза на мне нет никакого. Но дело в другом, что фигуры на этих спичках, выставленные на этой спичке, ничего вам не напоминает. Посмотрите, присмотритесь внимательно. И вы поймете, почему я говорю о том, что меня либо сглазили, либо есть порча. Вот если вы в комментариях напишите, что вы видите, фигуру, букву, не знаю, еще что-то на этих спичках,
пишите в комментариях, подсказывайте, тем более, кто сталкивался с таким способом, возможно, у вас будет мнение. Сейчас же на данный момент у меня такая точка зрения, что проведя этот эксперимент, порчи на мне точно нет, но есть небольшой сглаз. Почему? Отвечу вам в комментариях. А вы скажите мне, что вы видите сами. Вот так вот. Так что, друзья, рад был еще одно видео для вас снять. Если что, на связи. Все контакты и ссылочки под видео в описании. Всем пока-пока.